Привет, мои дорогие! Поздравляю вас с наступающим Рождеством. У нас сегодня ночь, сочельник рождественский. Ну и, конечно же, мы это не пропустим время, волшебное время, для того, чтобы с вами погадать. И мы погадаем с вами на Таро Венецианского цирка. Это такое, девочки, Таро, которое мне прислала наша прекрасная девочка с очень, кстати, красивым именем Нигина. И давайте посмотрим, Нигиночка тоже, привет. Давайте посмотрим с вами, какое чудо ждет тебя в 2026 году. И у нас 4 карты, 4 варианта, и загадывайте одну для себя. Какое чудо тебя ждет в 2026 году. Мы вот просто целый год так вот и посмотрим. Это не будет прям такое очень супер долгое гадание, потому что я еще хочу темы сегодня тоже разобрать разные. И давайте глянем. А еще, девочки, подписывайтесь, если вы можете, на YouTube в спонсорство у меня. Особенно, например, мои котики, верховных котиках, девочки, есть много чего такого. С магией связано. Много болталок. Сегодня у меня тоже выйдет болталка про лярв. То, что у нас девочка попросила разобрать эту тему. Ну что, или в Телеграме, если не получается. В Ютубе у меня есть закрытый Телеграм-канал. Там тоже это все есть. В описании будут ссылки. Ну что, давайте смотреть, какое чудо ждет тебя в 2026 году. Чудо. Вот именно чудо. Такое интересное, сюрпризное. Что-то такое хорошее, прекрасное, неожиданное. Ну что, выбрали? Выберите одну карту. Можете для своего близкого человека тоже выбрать карту, для какого-то интересующего человека выбрать. И смотрим. У нас прям 4 варианта, поэтому для всех людей вы можете, кстати, быть вот этим немножко предсказателем. Вы выберете для них карту и что-то, например, расскажете им. Ну, хотя бы в 2 словах. Что их ждет, какое чудо. Ну что, поехали. 1, 2, 3, 4 вариант. Первая карта. Какое чудо вас ждет? Паж Пентаклей, мои дорогие, выпадает. Это незнакомец, это незнакомка, это может быть беременность, зачатие, если кто-то ждет и хочет. Это, девочки, покупочка, либо приход к вам котенка, ребенка, собачонка, птенца там или еще кого-то. То есть это что-то маленькое и прекрасное придет к вам жить. Причем, знаете, оно вот реально будет очень живое. Я могу, если вы, например, не любите особо, например, животных, либо не хотите их заводить, либо это, девочки, все равно как-то произойдет с вами в этом году, или это у вас ждет что-то такое. Это может быть даже материальное, это может быть какой-то талисман, это может быть что-то необычное, то, что будет сослужит вам какую-то службу охранную, защитную. Это будет как продолжение вас, возможно, да? То есть паж Пентаклей, вот это вот чудо, может, домовой, кстати, кому-то придет, да, жить. Ну, короче, что-то такое вот интересное, оно из разряда братьев наших меньших, скажем так, но это совсем не говорит о том, что это будут именно братья наши меньшие, да? Это, возможно, возвращение какой-то души в вашу жизнь, которая была рядом с вами, которая где-то ушла, или вы ее потеряли, и она через вот какое-то время, она вас нашла, она вас найдет в этом 2026 году, и вот что-то вы такое интересное испытаете. Давайте еще посмотрим, что вы испытаете, какое чудо тебя ждет в 2026 году. Это точно 8 Пентаклей идет. Суд, девочки, это возвращение к вам какой-то души, потерянной вами. Я не буду браться говорить, когда именно ее вы потеряли, вы ее узнаете. 20-й старший аркан – это с того света.
Это реально душа, девочки. Потому тут идет котенок, ребенок и все остальное. Это душа идет. К вам идет душа, которая должна с вами быть. Она вот прям летела, как комета сквозь вселенную, звезды. И вот она к вам прилетит. Пятерка кубков очень хорошая карта. 21 старший аркан мира. Шестерка костей. Восьмерка костей. Говорит, вы это встретите у дома своего. У дома своего. Я тут почему замолчала? Вот это вот восьмерка мечей. Это к чему ты выпала восьмеркой? Четверка пентаклей. Потому это будет неожиданно довольно для вас. И вы не будете знать, куда с этим идти, что с этим делать. Да? То есть вас это смутит немного. Вот эта история прихода вот этой души немножко вас смутит. Потому что вот как будто вы не будете знать, вот будете огорошены, вот скажем так, да? Вы не будете знать, куда это деть, или а как же с этим можно жить, вот, то есть вы о чем-то узнаете. Ну, то же самое, как узнать о беременности вдруг, да, или, девочки, это будет вот какое-то живое существо, котик, собачка, птичка, там, кто угодно. Или это в вашу жизнь войдет какой-то незнакомец, и вам будет прямо, знаете, очень легко с этим незнакомцем, незнакомкой общаться, да, это приход такой вот типа подруги, друга, такого человека, с которым вы как будто бы на одной волне, и в то же время вы будете понимать, ну, а как это мы с ним, как говорится, долго не были никогда, почему это происходит, что с этим делать? И будет, и вот это вот живое что-то, оно будет проситься к вам, проситься вот к вам домой или все остальное. То есть и вы будете, знаете, огорошены, вы будете испытывать неожиданность какую-то, смятение, возможно. Давайте еще посмотрим, какое чудо тебя ждет. Королева мечей, девятка мечей, 17-й старший аркан. Сначала, девочки, вот этот приход, он не будет даваться легко. 17-й старший аркан звезда говорит о том, что вы впоследствии, потом будете очень сильно рады тому, что происходит. Но в моменте не особо будете рады, да. Королева мечей, ну, с мечами, то есть где-то даже будете испытывать какую-то злость. Но это, наверное, вот что-то, может быть, с испугом небольшим связано, да. Возможно, с тревожностью какой-то, ну, такой вот неожиданностью. Десятка пентаклей. А потом, когда вас это застанет в неожиданность врасплох, вы все равно потом, после месяца 3, скажем так, как пройдет с того момента, когда вот этот незнакомец, незнакомка, что-то незнакомое к вам придет, да, вы будете лучше жить, девочки, с этим. Вы будете вот как-то сильнее. Вы будете... Вы расширите свое сознание. Королева Пентаклей выпадает, да? И обратите внимание, вот в начале сигнификатором выпал Паж Пентаклей. Паж Пентаклей приходит к Королеве Пентаклей, чтобы служить ей. Это кто-то или что-то приходит к вам, чтобы вам служить, мои дорогие. Знаете, тут может даже такое быть, если вы относитесь, вот, ну, грубо говоря, к людям, которые, например, любят какие-то художества. Это может быть портрет ваш, да? Это может быть ваша какая-то интересная фотография, вот кто-то для вас сделает. И, может быть, вы как-то не будете особо довольны этим. Или это, например, какое-то видео, которое снимут совместно с вами, да? И вы сначала будете думать, ну, ощущать не очень себя, скажем так, да? Но потом, осознав это все, вы увидите, что вам это только на руку, что это вам нужно, у вас расширится сознание, оно станет действительно шире, намного более сильнее, интуитивнее. Такое, вот я вижу уже прям ведьму, да, то есть как только вот это произойдет. Какое чудо тебя ждет еще? Восьмерка кубков, башня, король кубков,
колесницу. Это, девочки, еще будет разрешение каких-то бумажных волокит, получение наследства, покупка новой недвижимости какой-то. И в этой новой недвижимости обязательно нужно вот делать какой-то ремонт, перепланировку, потому что там считывается еще какая-то история, да, то есть история... Либо она будет связана с вами, да, что вы как-то долго будете с документами, возможно, да, решать дела, или там долго не будет там бывший хозяин выселяться. Я тут не говорю про этот эффект Долины, но вот что-то такое. Это может быть такое вот путешествие, далекое путешествие, даже вот в новую страну, где вы будете думать, а не остаться ли мне там, да. Вот такое, девочки. И я вам замечу, что вы не будете в этот мир, в этот миг и в мир, в этом мире одна. То есть вот этот приход фамильяра, это как будто, знаете, ведьмовской приход какого-то помощника, именно как в новой ступени, в новой вашей жизни. Вообще классный расклад, я вам скажу. Это действительно новинки, новая жизнь, новое такое, новое дыхание какое-то, да, ваше, новая жизнь, новая волна. Этот год для вас хороший, и он действительно чудесный, мои дорогие. Второй вариант. Давайте посмотрим, какое чудо тебя ждет в 2026 году. Пятерка мечей. Чудо это будет начинаться с того, что ты не будешь, скажем так, довольна какими-то близкими своими друзьями, подругами. Это идет какое-то вот предательство, да, разочарование в каком-то близком человеке у тебя. И вот это вот как чудо. А почему ты показываешь это именно как чудо? Шестерка пентаклей. Потому что если ты раньше крылышками не махала, то сейчас ты крылышками замашешь, да? У тебя как появляется больше пространства, четверка пентаклей, открываются пути дороги, которых ты раньше не видела. То есть это, девочки, очень легко объясняется. То есть исчезнет с вашей жизни, уйдет по обиде какой-то, по злости от вас какой-то человек, который достаточно вот какой-то... большое место занимал в вашей жизни. Это может быть вот больше подходит как подруга какая-то вот от зависти, как говорится, исчезнет, да, или там друг какой-то. Но из-за того, что уходит этот человек, вы как-то расшевелитесь, у вас будет прямо расстояние для того, чтобы взмахнуть своими крыльями большими, а вот рядом с этим человеком вы не могли особо этими крыльями махать, потому что боялись сбить кого-то, да, или боялись быть больше, чем кто-то другой, да, то есть как-то вы выравнивали вот эти отношения. То есть я вам скажу, кто уходит из вашей жизни? Человек недостойный. Человек, под которого вы немножко вот ниже становились. Вот, например, как в детстве у меня было такое, знаете как? У меня была подружка, а она маленького роста была, да? А я как-то вот в подростковом возрасте начала вытягиваться. И у меня такое было, что мне приходилось так нагибаться или горбиться, да, для того, чтобы, ну, может быть, не выделяться из людей, которые меньше. Хотя я не супер высокая, но все равно вот в тот момент как-то выросла, да. И у меня вот это было. И я не хотела как-то, а она наоборот там, это вот осанку такую делала, чтобы вытянуться, грудь вперед, которая была маленькая очень, да, но вот она так себя позиционировала, а я наоборот, ну, чего-то не показывала, да, и не то, что там из-за скромности или еще что-то, ну, просто у меня такого не было. Но и у вас получается, что вы где-то были стеснены, понимаете, крыльями не махали, боялись лишний раз ноги свои красивые показать, да, волосы распустить боялись, чтобы не обидеть вот эту вот другую или другого. Это может быть и мужчина, и женщина. Это даже может быть ваш молодой человек какой-то. Возможно, вот он просто вот ничего не меняется, ничего. Вот и не сможет вот этот человек, да, с вами быть. И все равно уйдет.
и вам это будет неприятно. Но неприятно будет буквально несколько первых дней, да, а потом вы поймете, что вы на многое способны, и вам этот человек мешал. То есть чем больше времени пройдет, тем больше вы будете понимать, что вам этот человек мешал нафиг. Так, какое чудо тебя ждет еще в 2026 году? Умеренность и 21 старший аркан мира. Вот прям все будет как у кошечки, особенно вот к концу вот этого нашего 2026 года, да. То есть у тебя как-то вот ты как шаттл или как ракета, да, от тебя ступени какие-то отваливаются, то, что ненужное уже тебе, оно умирает, отмирает, улетает из твоей жизни, да, и у тебя создается новое какое-то пространство вокруг тебя. Ну, давай еще посмотрим, какое чудо тебя еще ждет. Туз кости, сила, королева мечей. Ты будешь очень сильная. С десятка мечей. Ты будешь очень сильная. Тебя как раз таки закаляют какие-то не очень хорошие моменты, которые в жизни твоей существуют. И обычно такие люди, вот, а если они даже через очень многое в этой жизни проходят, их жизнь где-то бьют, они становятся вот просто колоссами, колоссальными людьми с характером сильным, люди, способные решить любые проблемы в этой жизни. Вы не инфантильное какое-то слабое существо. Вы благодаря вот этим «нас бьют, мы летаем», знаете такое выражение? Это вот оно про вас, да? И тут вы за словом в карман не полезете, вы будете остры на язык. Но это не совсем злость, да, это какая-то уверенность в себе, что теперь вы сможете в этом году посылать на 3 буквы вот всех таких людей, недолюдей, которые как-то плохо к вам относились, мои дорогие. Так что вот самое главное, вот это чудо, что вы познаете, да, вы познаете себя через уход вот этих людей, которые мешают вам расправить крылья. Поймете ли вы это сразу? Не сразу, мои дорогие, не сразу. Но вот это вот, когда вы будете заставлять себя, вот, например, ходили все время, допустим, в клубы с подружкой. Подружка сваливает куда-то в темноту, вы остаетесь одни, а ходить-то по клубам, допустим, хочется. Но я примерно говорю, да. И вы все равно собираетесь с собой, чувствуете себя неловко, немножко там трусливо и все остальное, но и все равно, например, идете в клуб, да, и вы начинаете понимать, что на вас лучше обращать внимание, например, люди другие, с вами общаются, вы новые знакомства какие-то заводите, да, на вас больше смотрит мужчин, понимаете, или там, ну, короче, вот прям начинаете дышать по-новому, по-красивому, мои дорогие. Так что не бойтесь в этом году терять таких вот людей, которые вот прям баба с возу, кобыле легче. Вот на самом деле, да. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант. Давайте смотреть, какое чудо ждет тебя в 2026 году. А у нас, девочки, знаете, какое чудо? Чудо – это расплата по долгам. 12-й старший аркан повешенного. Тут 90% это то, что ваши враги будут наказаны, а вы об этом узнаете и будете, знаете, так вот, ну вот шокированы даже, бы я сказала. Либо это, девочки, переезд в другую страну обозначает, да. То есть, если кто-то из вас переедет, как говорится, мы будем за вас рады. Вообще в другую страну. Но для многих это будет именно, что ваши враги будут наказаны, и вы об этом будете знать. Чуть ли не прям видеть, вот как они будут наказываться, ваши враги. Ну, давайте еще посмотрим, какое чудо тебя ждет в 2026 году. Да, девочки, будут король мечей, 4 пентаклей, 6 пентаклей. Пойдут дела плохо. 9 мечей тоже выпала. У всех ваших врагов. Вот просто какой-то переслом идет. Вот кто к вам плохо относился, кто вас третировал, тот, кто вас обижал, кто вам даже завидовал
подкалывал, кто делал на вас магию, кто говорил про вас плохо, кто плохо про вас писал в соцсетях, и кто вас булил, да, все девочки будут наказаны. 12-й старший аркан — это такое роковое наказание, связанное с вами. Возможно, вот эти еще ваши враги, они еще за что-то другое будут получать, да, и вы будете думать, ну вот он, если попал в аварию, а мне-то что, типа до этого, я же ему не желала, допустим, этого, да, но, девочки, это будет связано с расплатой. Плохие люди, те, которые и вам больно делали, вам было плохо, их всех постигает расплата. Банкротство, нищета, аварии, плохое очень здоровье, точнее, я бы сказала, что здоровья не будет, болезни, уход на тот свет тоже, потеря имущества, пожары, обращу ваше внимание, да, ну вот все такое. Мы хоть в принципе люди добрые, как бы зла не желаем, но если тут выпадает справедливость, почему нет? Какое чудо ждет тебя в 2026 году? Императрица, десятка мечей, королева мечей. Вот тебя обижали, вот кто-то тебя обидел. Это может быть в прошлом году было, в 25-м, в 24-м, в 23-м, да? Кто тебя задел, кто сделал тебе больно. Они все, девочки, получат по заслугам. И там вот прям это год нетерпимости, а прямо год, роковой год для всех таких вот людей, которые обижали и наслаждались этим, да, то есть именно таких, скажем так, садистов, эмоциональных садистов, настоящих садистов, которые вот увидите, девочки, увидите, да, и вот некоторые говорят, что где-то кара какая-то не постигает. Постигает. В 26-м году постигает, девочки. Пришел жнец, и пойдет он по миру, по экватору, с севера на юг, с запада на восток. И пожнут все плоды своих действий. И это будут горькие плоды. И это будет толченое стекло, мои дорогие. Жрать землю будут. Какое чудо тебя ждет в 2026 году? Рыцарь кубков. Но там еще императрица выпала. Тебе это будут доносить. То есть ты это знать будешь. Вот эти вот приключения на 5-ю точку, которые ждут твоих врагов, ты об этом всем будешь знать. Тебе эту информацию будут доносить. Всадники апокалипсиса врагов твоих. Понимаешь? Ну, это надо, девочки, еще выдержать, да, вот это чудо, хоть мы гадаем на чудо, хотелось даже что-то мягкое, чтобы выпало, но мягкого нифига не выпало, это что-то апокалиптичное, это с теми людьми, это когда ты видишь, когда кого-то там колят под ребро, грубо говоря, да, ты это видишь, а этот человек 5 минут тебя назад унижал там или оскорблял. И вот такие вот смешанные чувства. Вроде бы вот так тебе скотина и надо, и с другой стороны ужас такой, да, и удовлетворение, и ужас в тот же момент. Так что готовьтесь, мои дорогие, да. А как к этому всему быть готовым? Как вам быть к этому ко всему готовым? Солнце. А это неизбежно. Это неизбежно. Год 2026 год, год чисток. Именно в твоем окружении. Так что, девочки, я за вас рада. Обычно вот третий вариант, я бы даже сказала, большинство выбирает, да. Ну, любят девочки третий вариант. Так вот, я так думаю, что нам такие, знаете, хорошие идут изменения все-таки мировые тоже, потому что если надо потом посмотреть в этом гадании, если большинство здесь будет, кто выбрал третий вариант, значит это такое, знаете, что-то хорошее в мире произойдет. Скорее всего, какие-то мир произойдет, да, может что-то где-то закончится такое, но еще раз говорю,
шокирующее, то, что это будет удовольствие и ужас. Удовольствие и ужас от того, что с кем-то что-то где-то происходит, и причем как-то с врагами, девочки. Именно вашими врагами. Это адресный жнец, адресное метание серпов кровавых, да? Вот такие дела. Мне еще такие слова идут, я еще подумала, откуда я взяла эти кровавые серпы, да? Но вот что-то отсюда, это не мои слова, это девочки, вот они так говорят. Все, котики, вот такой вот третий вариант. И давайте посмотрим четвертое чудо. Четвертое чудо, двойка пентаклей, мои дорогие. Вы будете слышать и понимать какой-то другой язык, да? То есть вы будете слышать то, что не слышат другие. Ну, понимать язык животных, птиц. Может, мы говорим про людей. То есть вам будут открыты все секреты, и вы как будто их подслушиваете. И вот как будто нечаянно подслушиваете, нечаянно видите, но это все чаянно, потому что вы как раз-таки такой вот проводник каких-то секретов, чего-то новенького. А еще, девочки, кто выбрал четвертый вариант, у вас будет такая возможность, причем не одна, что вы заведете любовника. И походу вы будете, и вы заведете любовника, либо ваши близкие, там подружки могут там кого-то завести, и вы будете, ага, я знаю эту тайну, я знаю. Или, девочки, вот этот любовник приходит к вам, и вы будете так ухо востро держать, только чтобы, знаете, где-то не попасться. Давайте еще посмотрим, какое чудо ждет тебя в 2026 году. Ну, точно любовник, точно. Король костей выпадает. Это надолго даже такой любовник идет. И очень надо будет переживать, чтобы об этом никто не узнал. Потому что будут сплетни ходить. И вот он уже ревнивец выпал какой-то, король мечей здесь, да. Луна. Вот прям... Будьте осторожны, чтобы прям не выяснять отношения ни с кем. И у вас, девочки, когда вы вот будете находить... Вот это реально какие-то... Даже если у вас нету пары, это все равно, девочки, идет любовник, понимаете? То есть вот как-то он будет такой вот полускрытый. Возможно, даже кто-то из вас вот может завести женатика себе, да, закрыть на что-то глаза, типа он вам не нужен, да, и придется, как говорится, как лисе заметать за собой следы или петлять, как зайчик. Да? Или, девочки, вот вы замужем, и то же самое может с вами неожиданно приключиться, случиться, да. То есть выбор между двумя мужчинами, причем если они вдруг узнают друг про друга, это будет трындец, мои дорогие, поэтому будем осторожны. И еще про секреты. Дело в том, что вы будете слышать и видеть вот вдвойне-втройне. У вас не ушки, а эхолокаторы. Вместо глаз радары со способностью видеть в темноте или делать рентген на месте, КТ, МРТ, да. И ну вот какие-то у вас такие вот способности будут, и они будут как-то вот, знаете, как будто от животного мира. Да? Потому что мне идет здесь вот что-то такое вот дикое, инстинктивное и такое даже хищнинское немножко. То есть, наверное, ты будешь, знаешь, лисой такой. Что тут такое тотемное идет? 11-й старший аркан, тройка пентаклей. Твоя мощь. И вот дьявол выпал, да. Твоя мощь в этом 2026 году будет о том, что ты будешь, скажем так, ходить по краешку ножа, по краешку самого лезвия, понимаешь? И просто там даже и танцевать. Пролезать будешь в игольное ушко. И причем это много событий таких вот есть, да, то есть хочешь не хочешь, ты будешь такой вот вишенкой на торте интриги разврата. Так что, девочки, готовьтесь. Вот такое вот чудо. Просто вот вы будете и следопытом, и интересантом, и
Шерлоком Холмсом. И у вас не будет дергаться глаз, и вы будете блефовать и играть, интриговать, манипулировать, выскальзывать, как хомяк с руки, понимаете, изгибаться, все остальное. Ну, короче, показывать какие-то фокусы, да, и будет, короче, это все интересно. Главное, смотрите, вот тройка мечей, и все-таки иерофант выпал. А что дальше будет? Главное не доводить, мои дорогие, до выяснения отношений. Никакой правды матки в 2026 году, да. То есть никогда не говорите про себя истинную правду. Никому, девочки, потому что очень много будет таких ситуаций, когда истинная правда про вас, она будет вам не на руку. Даже если вы сейчас в белых одеждах, у вас сзади крылышки и вы ангелок, да, вот прям ангелок, не доколебаться, то все равно, девочки, чтобы вас не очернили, чтобы никто про вас чего-то такого не подумал и кому-то не пересказал, не рассказал, рассказывайте именно то, что вам нужно. Понимаете? И то, что вам нужно для того, чтобы кто-то вот определенно знал именно какую-то часть. Вот вы будете стратегом. Каждый знает часть своего какого-то задания, про вас, часть информации, часть правды, но не более того, да. Тогда вам будет легче, как говорится, манипулировать, управлять теми людьми, которые будут вокруг вас. Как только какая-то очень правда будет вылазить наружу, она будет против вас. Вот запомните, да. Это касается ваших свекровей, тещ, подруг, друзей, соседей, вот всех кого угодно. Придется, девочки, подбираться. Понимаете? Подбирайте, тут ничего страшного нету. Ну, потому что если вы будете говорить правду, эта правда, она с какими-то такими выяснениями отношений, укорами, какими-то такими, знаете, суждениями какими-то, которые вообще не должны вас никоим образом касаться. Ну, и не забывайте, какой-то идет, девочки, любовничек. И причем, вы знаете, очень даже вот какие-то сладкие отношения. Вот реально такая какая-то ванильная, приятная, э, тайная связь. Так что если вдруг у вас это возникнет, вы это в тайне обязательно держите в тайне, но, возможно, не откажите в себе в каком-то удовольствии. Я не говорю просто даже про интимную связь, но хотя бы вот во флирте не откажите себе, да, потому что здесь очень много такого чего-то приятного идет. Такие вот дела, мои дорогие котики. Все, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.